Всем привет! Меня зовут Ксения, и вы на моем YouTube-канале. Сегодня нас ждет барабанная распаковка. Ну что, начинаем? Сегодня мы будем распаковывать оборудование для барабанных тарелок. Как вы помните, в прошлом видео я купила себе барабанные тарелки фирмы Paiste PST8. К ним я решила прикупить некоторое оборудование, которое поможет мне в их эксплуатации. Первое, что я купила, это жесткий кофр для транспортировки тарелок на гастроли. Это бельгийская фирма Stack. Она производит оборудование и музыкальные инструменты. Ну, выглядит неплохо. Он в таком защитном пыльнике. Давайте его откроем. Здесь есть такое специальное кольцо. Вау! Кофр рассчитан на тарелку. Максимальная тарелка в этом кофре, как заявлено, 22 дюйма. Так, вот здесь 6 войлочных колец. Между ними вставляются тарелки, чтобы не было соприкосновения. Когда я смотрела обзоры, отзывы на барабанные кейсы, я слышала, что сразу же надо как-то изолировать этот штырь, добавить какую-нибудь термоусадку, чтобы тарелки своим кольцом не соприкасались с этим штырем, потому что они потом в процессе могут разрушаться. Здесь есть такие резиновые вставочки, чтобы тарелка не соприкасалась с пластиком. Довольно глубокий кейс. Заявлено, что он примерно 12 сантиметров. Также здесь есть колеса. Вот такие колесики, у них размер сантиметров 5 и вес всего кейса около 3 килограмм. Сейчас я сюда положу свои тарелки. Вот он так выглядит внутри. Здесь какая-то ржавчина уже. И вроде как надо вот здесь закрыть. Кейс, в котором надо постоянно что-то крутить. Вот это называется телескопическая ручка, как для чемодана. Ну, колесики крутятся уже хорошо. Они, конечно, соприкасаются сильно. Получился такой чемоданчик, довольно-таки тяжелый. Чтобы тарелка не соприкасалась с металлическим штырем, я надела на него пластиковую трубку. У меня был старый коврик из вспененного полиуретана. Мы вырезали из него круги, чтобы положить их прослойками между тарелками, чтобы тарелки не соприкасались. В более дорогих кейсах, например, от компании Hard Case, где цена в 4 раза дороже, уже все это предусмотрено. Вот такой кейс будем пробовать. Я смотрела обзор на этот кейс, надеюсь, что он окажется хорошим. Этот кейс я покупала в Мусторге, стоил 7500. Дальше. Следующее я купила на Алиэкспресс такие специальные резинки. Они называются тихие резинки. Их надевают на тарелки, и тарелки будут тише звенеть. Здесь в комплекте 4 резинки. Вот они такие, в принципе, выглядят плотными. На 14, 20, 16, 18. Итак, попробуем надеть. Как будто бы это не так легко. Не хватает третьей руки. Да, блин. A few moments later. Я пробую надеть побольше, потому что одной у меня не получается надеть эту резинку на тарелку. Как это работает? Все. Наконец-то я надела. Я не знаю, как это будет звучать. Давайте попробуем. Итак, крепим тарелку. Ну что? Вы помните, как она звучит? Она очень громкая. Crash 16. Она очень круто заглушилась. Классно работает. 400 рублей Алиэкспресс. Так что если
вам нужно для дома, для тихих репетиций, это реально работает. Только очень сложно ее натянуть. Ну а мы продолжаем. И следующая вещь, которую я купила, это замок для хай-хета фирмы Tama QHC7. Так, в чем его отличие от моего предыдущего замка? Здесь есть специальное крепление, и он не раскручивается. Если посмотреть на большинство стандартных замков, у нас крепится тарелка между двумя фетровыми поверхностями. Сейчас мы найдем где-нибудь тарелку. Ну что, друзья, давайте я вам расскажу, из чего состоит тарелка Hi-Hat и как она крепится. И почему я поменяла замок. Тарелка Hi-Hat состоит фактически из двух тарелок. Первая тарелка называется Bottom или дно. Она тяжелее и вешается на стойку для Hi-Hat. На такой металлический штырек нанизывается. Первый. Мы ее повесили, она никак не фиксируется. Самое важное, чтобы всегда между тарелками были какие-то прослойки войлока, чего-то мягкого или вот фетровые такие резиночки. Вторая тарелка называется топ. Я сейчас расскажу на примере моего старого замка, как она крепилась. То есть я ее нанизывала на замок между двумя фетровыми кольцами, потом закручивала такой шайбочкой. И вот у нас тарелка, она не плотно зафиксирована для того, чтобы она раскрывалась, хорошо звучала. И на этот металлический штырь мы ее тоже нанизываем. И фиксируем. Между первой и второй тарелкой должно оставаться небольшое расстояние. Дальше нажимаем на педаль, тарелки соприкасаются. Но при игре снизу шайба часто раскручивалась. И вот когда она раскручивается, то тарелка остается сверху зафиксированной. Сейчас мы ее раскрутим. И когда шайба раскручивалась, она падала, и сверху тарелка уже не фиксируется. И фактически тарелка не могла открыться, и она просто лежала. Мне приходилось во время игры доигрывать, ногами доигрывать или в перерывах между песней как-то ее снимать, закреплять. Это все занимало кучу времени, и создавало некоторые неудобства. Теперь попробуем надеть новый замок. В новом замке эта проблема будет решена, потому что здесь другой фиксатор, не закручивающаяся шайба. Итак, также мы крепим нижнюю часть. Мы нанизываем, чуть-чуть слегка придавливаем и фиксируем. Все, теперь у нас не вылетит наша тарелка, не ослабится замок, и можно играть и не переживать по этому поводу. Этот замок я купила в Европе, он мне обошелся дешевле, чем в России. В России он стоит на официальном сайте Tama примерно около 4-5 тысяч, цену я укажу, а в Европе он стоит 30 евро, это примерно 3000 рублей, поэтому купила достаточно выгодно. Итак, следующая вещь, которую я купила, тоже от фирмы Tama. Это зажим для тарелок или барашки, как их называют, серия QS8, здесь 4 штуки. Тоже на официальном сайте Tama одна штука стоит 750 рублей, все 4 мне обошлись в 17 евро, это около 1700 рублей, разница в цене примерно 1000 рублей, экономия. Итак, для чего нужны эти барашки, тем более за такие огромные деньги? Как вы помните, в предыдущей распаковке я покупала тоже барашки для тарелок на AliExpress. Они стоили в комплекте 5 штук, 350 рублей, но они мне не очень понравились в использовании, и я ими даже не пользовалась. Давайте их сейчас сравним. Вот это за 350 рублей 5 штук. Они очень тяжело, на самом деле, нажимаются. Эти барашки нажимаются очень легко, причем зажим идет с двух сторон, с верхней и с нижней. Здесь только с одной стороны. Сейчас попробуем на стойках. Вы спросите,
а есть ли другие виды барашков и как вообще тарелка крепится. И давайте посмотрим, как же вообще тарелка крепится к стойке. Вот у нас есть стойка, есть такой металлический штырь. Обязательно должна быть какая-нибудь пластиковая насадка, чтобы вот это кольцо тарелки никак не травмировалось и не разрушалось. Дальше у нас идет фетровая накладка. Вешается сама тарелка, сверху тоже фетровая накладка, фетровое кольцо, и закручивается закруткой. Часто идет металлическая закрутка. Но, например, у меня очень много концертов, и до конца года у меня будет около 30-40 концертов, и каждый раз я собираю и разбираю барабанную установку. И на это закручивание и откручивание уходит, на самом деле, очень много времени. Гораздо удобнее использовать такой барашек, который за 3 секунды фиксирует твою тарелку. Конечно, этот механизм экономит время и силы барабанщику. И последняя вещь сегодняшней нашей распаковки – это чехол для палочек фирмы Tama. В России на официальном сайте Tama он стоит 4 900. Я его купила за границей за 36 евро. Это примерно 3600 рублей, экономия в 1000 рублей. Я очень давно хотела хороший фирменный чехол для палочек, потому что элементарно дешевые чехлы быстро изнашиваются. Мне хотелось большой, чтобы я туда смогла все уместить, все палочки, все ключи, все приспособления, чтобы он был надежный, качественный и просто классный. Давайте сейчас его посмотрим. Итак, вот у него есть такая жесткая ручка, за которую можно носить. Дальше у него есть такой ремешок, можно носить на плече, и вообще он снимается. Здесь такие плотные толстые карабины. Дальше есть кармашек для телефона или еще чего-то. Из искусственной кожи вставка. Блин, какой он классный! Офигенно! Вау! Так, вот да, чек. Смотрите, как внутри. Здесь есть такие крепления, мы его будем крепить на том. Сейчас найдем где-нибудь том. Так, давайте его наполним. Каждому барабанщику пригодятся палочки для вибрафона. Вдруг. Палочки для барабана. Палочки для барабана для репетиций. Палочки для литавр. Еще одни палочки. Палочек много не бывает. Вдруг захочется нам поиграть щеточками. Естественно, наушники. Перчатки. Собирать и разбирать тарелки. Ключ барабанный. И всякие мелочи. Хотя ключ можно положить сюда, наверное. Офигенный, супер. Пэт. Ну все, сумка готова. Сумка очень классная. Здесь можно написать свое имя, адрес, телефон. Я очень довольна, что я ее купила. Офигенная, классная. Ну что, друзья, вот и подошла к концу моя распаковка барабанного оборудования. Пишите комментарии, какая вещь вам понравилась больше. Может быть, вы уже пользуетесь чем-то из того, что я сегодня купила, поэтому пишите отзыв, как вам. Подписывайтесь на мой YouTube-канал и другие социальные сети. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока!